Я не помню, когда я начал рисовать, это было задолго до школы, но восторг, вот детский восторг от того, что ты что-то нарисовал, он остался навсегда. И мне повезло, что на начальном этапе взрослые поощряли и говорили, как здорово у тебя получается. И я, получив это одобрение, все больше и больше погружался в процесс. И уже потом в школе, когда учителя ругались, говорили, что ты все время говорили, хороший мальчик, но глаз на доску не поднимает. Я получал поощрение от, так сказать, от людей, которые были рядом, все там как-то улыбались, проявляли интерес, хвалили. Но я не видел, что это основная задача моей жизни. Мне казалось, что это так, увлечение. И я очень много времени потратил на, как мне сейчас кажется, всякую глупость, дурь. Наступил момент, когда я просто ушел в никуда совершенно. И очень много слышал всяких разных предостережений, да куда ты пошел, да зачем оно надо, творчество это вообще, это нестабильно, это ужасно, это пугающе. Посмотри, сколько людей, так сказать, среди художников совершенно неудачные, они там плохо кончают, и у них как-то все в жизни складывается не здорово. Но мне почему-то казалось, что это меня это не касается, это мое. Или касается, или, может быть, наоборот, вопреки. И шел туда, и постепенно все начало складываться как-то интересно и правильно, наверное. И было трудно, были понятно, что были минуты отчаяния, были минуты какие-то там, я не знаю, сказать, неуверенности, но совершенно ясно было понимание, что это мое, и я на своем месте, и я должен это делать. Я увидел эти работы, назывались они «Царапки». Люди работали в них, царапали, что-то там делали. Мне показалось любопытным. Я смотрел на мастеров и думал, а почему бы это не сделать по-другому, а это усилить, а это углубить. Ну и в результате приехал домой и стал делать. Понравилось. Как-то неуверенно, но мне все куда-то влекло, куда-то бежал, делал. А потом вдруг какие-то пошли обратные связи. Вдруг я увидел, какая там мощь, какая там сила. И так здорово смотреть на эти работы, когда они готовы, они совершенно по-другому. Потом начал развивать, и появилось травление бумаги, появился воск, появились какие-то фактуры новые. Работа создается по-разному, но обычно ты ходишь и что-то тебя цепляет, какое-то кино, книга, люди, отношения. И собирается это все из каких-то непонятных моментов, нюансов, и выливается в эскизы, эти эскизы лежат часто годами. И ты все нарисовал, но что-то не хватает, не закончено. Очень много уходит в корзину, все выкидывается, какая-то неудовлетворенность. Ты думаешь, тебя спрашивают дома, а что такое случилось? Да не идет творчество. А потом как-то этот процесс, его нельзя не торопить, не тормозить, он каким-то образом вдруг возвращается к тебе. Это какие-то наши мыслеформы, время, человеческие взаимоотношения. Это очень сложные всякие механизмы, которые объяснить, наверное, нельзя. Очень много рисков. Это такая долгая техника, а мы живем во время быстрых решений. Давай, быстро и вперед. А здесь сидишь, и каждый процесс, он имеет свое время. То есть
это надо забеременеть, выносить, полюбить его, вырастить. И получается, что видно, что вложено в работу, и вот она. Какие-то долго делаются, какие-то очень долго, а какие-то быстро и легко. Но все равно я вот вижу на этих работах себя. А техника, ну, она все время, в процессе техники ты открываешь новые двери, новые пути. И ну, как интересно, вот это надо попробовать, это же вообще классно. И какие-то делаешь эксперименты, и даже молотком постучишь по бумаге где-то, оставишь какие-то следы, потом их заполнишь краской. И это все какие-то следы, любой наше движение, наши мысли оставляют след. И в этой технике я это вижу отчетливо. Это очень заметно. Если в жизни, ну, мысль в голову пришла и ушла, мы не заметили этих следов, то в грохотаже в этом каждое буквально движение, оно вот оно здесь. И я вижу целый оркестр всяких разных там инструментов музыкальных, которые создают это все. Чувствую себя там дирижером этого процесса. Гротаж требует фокусировки полной. Бывает, что ты сконцентрируешься и все сделаешь правильно. Потом начинаешь, берешь фактуру, делаешь, травишь бумагу, и вдруг у тебя расплывается пятно, совершенно ненужное, не в том месте. А все остальное сделано идеально, и так нравится, и так радует. А вот это место, оно совершенно, и можно его закрашивать красками, маскировать, но все равно это не то. И ты эту работу раньше выбрасывал, сейчас откладываю. Потому что мне жалко выбрасывать. Я вижу какие-то моменты, которые мне нравятся, которые можно использовать, какие-то в них своя музыка, своя там сила. Самые интересные и ценные работы, когда вдруг внутри себя ты вдруг ловишь что-то такое. Ну, у меня даже в жизни есть такой критерий. Хочется рисовать или не хочется. То есть, когда не хочется рисовать, это что-то очень плохо, надо отдохнуть, переключиться, и вообще из этой ситуации надо немедленно валить. А когда хочется, к счастью, так бывает гораздо чаще, тогда, ну, все около дела, все нормально, идет рабочий процесс. Ну, вот это как вот есть там какие-то токсичные ситуации, при которых не хочется творить. И я себя стараюсь из этих ситуаций сразу убирать. И наоборот, бывает просто, ну вот просто немедленно надо вот схватить бумажку, нарисовать этот эскиз. Это бывает в транспорте, это бывает в театре, в гостях. Ну это здорово, это просто в тебе что-то родилось, и оно просто наружу просится. И когда ты это все дело зафиксировал, донес, не забыл, не расплескал, а потом у тебя получилось, как-то посчастливилось все это воплотить в материале, и потом это где-то висит на выставке, и народ фотографирует эти работы, говорит, смотри, как здорово, и, в общем, какие-то мысли, формы, все эти похожие, видимо, у нас, значит, ни одного меня это как-то тревожит, волнует, то получается какой-то такой интересный такой разговор такой он совершенно безмолвный между людьми. И классно получается, здорово, интересно, особенно за границей, когда люди совершенно говорят на другом языке, видят по-другому, и вдруг они говорят, вау, это же я. Ну, здорово, это счастье, это любовь, это прекрасно, когда так.